Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня у нас будет необычный ролик, потому что у меня в гостях топ не один и немножко спойлер. Это будет последняя его игра, потому что он покидает проект. Ну а дальше он все нам расскажет. Привет, топ не один. Рассказывай, что куда почем. Привет. Шо? Рассказывать особо нечего. Началась учеба, времени свободного меньше, приходится что-то забрасывать. И вот наша всеми любимая скиллозависимая игра была первой на очереди. Выбор без выбора. Ну да. Какие у тебя на дальнейшие планы? Что, возвращаться думаешь, не думаешь? Ну, если будет больше времени свободного, то, может быть, и вернусь, если игру в нормальный вид приведут. Понял. Ну, все-таки баланс сыграл свою ключевую роль. Тут я вижу, что ты духовный талисман скипнул в надежде на то, что не будет жрецов, да? Но это Да, ошибка. будем надеяться и верить, что всякие ТБшки с инсеками их повыкидывают, если будут. Если там, конечно, не будет ультрамощный жрец какой-то с супер на скелетом, с орком-жрецом в 3 звезды, с духа пятеркой. Ну, все как надо, все как мы любим. Ну, если что, будем или ставить гриттеров, или скипать все серые предметы, чтобы с рандомчиков искать талисман. Ну что ж, надеемся, верим, что жрецов здесь не будет. Это будет обалденная игра. Так, ну я на самом деле думал, что ты покинул проект из-за того, что тебе надоела эта игра, из-за своего баланса сломанного и тому подобное. Но, по всей видимости, дело не в балансе, дело в учебе, дело в том, что нехватка личного времени. Но Это да. какие проекты в дальнейшем Ну, думаешь? да, сложно. На В примете есть основном что-то я... новенькое? Да из новенького я особо в синглплеер на это не играю. В основном это всякие эти кооперативы с друзьями проходим. Понял. Значит, на кооператив с друзьями у тебя время есть. А на нашу любимую скиллозависимую игру ты положил Болтецкий? Ну это не порядок, это измена. Ох, какие у тебя предметы шикарные. Кому душу продал за такие предметы? Себе самому. Не верю. Это, короче, авточес решил тебе, знаешь, так подсластить в твоей последней игре, чтобы ты такой, ну останься, ну пожалуйста, пожалуйста, останься. Вот, там тоже я вижу скиллуху. Есть паренек, у которого Венгав 2 звезды, Клокверк 2 звезды. Вкусно, вкусно. Да, и Тинкер будет через этих богов, духов и так далее. Ну, я такого паренька редко вижу, но на самом деле это тоже рабочая схема, только самое главное, что пришли нужные предметы и ультра-омега огромный да. ТБ не пошел, потому что если ультра-омега ТБ будет, там тебе ничего не поможет. Как мы все прекрасно знаем, что тебе надо легендарная темпларка, как в 3 звезды, как минимум, либо тролль с обалденнейшими предметами, но... Либо инсеки. Либо инсеки. И то не факт, потому что тот же самый ТБ найдет двойные клыки, хорошие предметы, и все. Ну да. И GG. Что ты скажешь вот напоследок ребятам перед своим уходом? Есть что-то такое вот, знаешь, такое? Наслаждайтесь этой шедевральной игрой. Но если что, ребята, покидайте проект. Ну, давай немножко по игре поговорим. Ты, в принципе, я думаю, все рассказал. Если есть что добавить, то добавляй. По поводу Да, своего вроде ухода. больше нечего. Ну, нечего так нечего. Давайте вернемся к игре. Что нас в этой катке ждет? Много всего интересного. Без спойлеров много всего интересного. Окей. Ну, хотя бы примерно. Будет эпик, там, замес лютый. Ну, будет что-то похожее, да. Но скилл, я вижу, у тебя прям обнаружен жестко. Есть такое, да. Немножко. Немножко? Ну, так, на Совсем полшишечки. чуть-чуть. Ну, хоть намеки, что за сборка будет? Убийцы или что-то такое через демонов? Не-не-не. Поинтереснее, чем убийцы. Окей. Что ты вообще скажешь по поводу баланса в текущей мете? Как тебе? Шедеврально. Шедеврально. Просто, лаконично, без лишней мишуры. Ой, не, ну на самом деле, если разговаривать про эту игру, тут много чего, скажем так, чем недоволен. Я думаю, многие недовольны. Но игра подкупает своим вот этим вот реально казино-эффектом. Ну и то это бывает раз в неделю, наверное, если ты играешь в кучу игр в день. Нет, если кучу игр в день играть, то ну раз в день можно себе какой-нибудь заряд настроения получить прикольный.
Да, до этого тебе так пятую точку жестко так подкипит, Да-да-да. а потом заряд настроения получишь. Ну, в принципе, окей. Так, по текущей игре, вот какие у тебя мысли в целом? Вот ты видишь, что есть такие легендарки, есть реликвии такие. Вот какая идея в целом? Собрать или мехов, если придут, или каких-нибудь троллей через пятерочку. Либо к вариант Ведьмаки-драконы через Свена. Тоже классная штука. Да, классно. Что ты думаешь по поводу нерфа Свена? По его скорости Не- атаки, по его не- бафу. не- Неприятно, но жить можно. Ну, жить можно. Как думаешь, справляется он с ТБшкой или не особо? А, Это мы увидим. Это мы увидим. Окей, ну что ж, посмотрим. Значит, будет эпичная игра через Свена. Все, мы эту информацию выведели из него. 3 хороших человека на жрецах сидят, мне такое нравится. Так кому такое не нравится? Всем такое нравится. 3 чела, которые сидят через жрецов, это прям вообще... Это куш сорвать, экономишь хп, можешь даже винстрик себе получить. Прям, ну, кайф. И мне такие люди нравятся. Вот, особенно, когда они там между друг другом пытаются поделить этот лустрик. А ты сидишь такой, ну Да-да. давайте, деритесь. Я хочу батл. Такие люди мне нравятся. Кстати, Сларк или убийца Горн 2 звезды? С такими предметами, как у тебя. Ларк, больше в него верю. Почему? Не знаю, нравится он мне. Понял. Мне как-то больше убийца Горн с такими предметами, как у тебя, больше нравится, потому что у нее там прокует стан, это дополнительный урон. Ну, прям, ну, красавчик. Но в Ну, любом случае, что с предметами, что без предметов, он или будет кидать много станов, или не будет вообще. ну, у противника 100%, а у тебя не факт. 2 А ТБшки я там уже уже вижу. два. Да-да-да. Ничего необычного. У меня где-то, ну, не помню, где, когда у меня это была игра. Я, короче, по-моему, на драконах играл, пытался магов записать. У меня ТБшка в 3 звезды у чувака вылез на 15-м раунде, при этом он сидел в 50 плюс монет, еще и антимага чуть ли в 3 звезды не собрал на, по-моему, 7 уровне. У него была реликвия яиц, у него было 3 яйца, антимаг в 2 звезды и еще 2 антимага. То есть ему тупо одного яйца не хватило. Это такой Мощно. трэш был. На 7 уровне антимаг в 2 звезды и еще 2 в запасе. Это трындец. Так при этом у тебя еще и ТБшка был заряженный. Игра Это мощно. удивляет. Удивляет, Ага. нечего делать. Умеет стрелять. Назови топ-3 сборки на текущий патч, чтобы вот вообще не париться. ТБшка, инсеки через алхимика и зоопарк. Все. По поводу всех остальных билдов, что скажешь? Играбельны? Неиграбельны? Играбельный, если к тебе кто-то из этих 3 очень люто раскачанный не придет. Но зоопарк на самом Маги- деле может Да. и так выносить, даже если у тебя очень плохая игра. Я вот сколько раз уже показывал, что зоопарк может спокойно занимать топ-3, даже если тебе тупо по предметам не идет. Самое главное, чтобы тебе пришел Мишка, Фура, контроль какой-то желательно, чтобы вот прям разваливать, а дальше уже по накатанной. Город можно поставить еще. Ну, зоопарк прям тема. Самая, наверное, легкая сборка. Удобная, да. Удобная, спокойная. А вот ТБшка как будто бы легче все-таки, если именно так смотреть. Давай что-то не ТБ. Я думаю, у всех и так триггер на ТБ. Я смотрю, у тебя ситуация прям вообще шикарная. Убийцы ты прям нереально идут в этой игре. Почему ты решил Гримтачи поставить, кстати? Из-за того, что Сюрикен? Да. Понял. А Ну... вдруг прилетит хорошо, да, красиво. по двум. если прилетит, то будет больно. Если не прилетит, то грусть печали, слезы из глаз. Ну да. Какую реликвию хочешь на 10-м раунде? Ну, что придет, от того и будем отталкиваться. Понял. Такого конкретного выбора ты не хочешь. Вот если бы у тебя был выбор 100% взять реликвию, какую хочешь? Ну, в данный момент, скорее всего, это сумку у панды, если она там была вообще в игре. Не, ну я в целом говорю так, образно, типа у тебя все реликвии доступны, какую реликвию ты бы хотел? Ну, если вот в данной конкретной ситуации, скорее всего, сумка панды, чтобы убийц дальше искать. Угу. Кстати, сколько времени прошло? О, хаотичный договор. О, ты косу взял. Настолько в себе уверенный? Убийцы есть, да. Ничего Вот хочу еще себе. 6-го, вот нашел 6-го, по-моему. Да, Да. 6-го нашел.
Не, ну так-то да. Так У тебя можно и винстрики позабирать. можно, если там, конечно, тоже кто-то хаотичный договор не достал. Ну да. Потому что если хаотичный договор достали, то тебе будет очень печально и грустно. Что-то такое хотел спросить? Давай вот порекомендуем ребятам, как лучше всего начинать с начала игры и в целом, и когда перестраиваться на каком раунде. Это сложно. Ну вот Очень примерно, вот, ситуативно все. вот старт, допустим, до 10 раунда, какой ты вот видишь, без учета лустрика. Ну, можно с учетом, только когда примерно в каких ситуациях лучше на лустрик встать. Кстати, я косу не активировал, красавчик. Рики в 2 звезды, Да-да-да. еще вдвойне красавчик. Сильно. Есть такое. Скилл я смотрю, там винстрик уже сбили первый. Да, к сожалению. Неприятно. Это ты такой думаешь в моменте. Вот это я дурак, лучше бы взял хаотичный договор. Или все-таки Ну, такой мысли не было? вариант. В любом случае, выигрывать буду, коса работать будет, а опыт лишним не бывает никогда. Ну, в принципе, да. Вот на текущей стадии игры... Не, давай, ладно. К предыдущему вопросу вернемся, а то сейчас поедем дальше и забудем за то, что я говорил в начале. Ага. Давай, вот начало игры и середина игры. Вот давай вот эти вот две стадии. Когда лучше на лустрик встать, когда лучше, соответственно, вот выходить в сильный стол. Ну и рекомендации по сильному столу. Так вот, кратко. Ну, лично я, если мне приходят жрецы раунда до 5, я на них становлюсь, сижу, кайфую, выхожу в деньги. Раунду к 9, 10 уже в 50 монет. Если жрецы не идут, ну, ставить там хоть какой-нибудь сильный стол, чтобы просто стоял. А вот яйцо не взял, почему? Да, видимо, провтыкал что-то. Ты на него так смотрел прям? Ну, О, видимо, подумал, винстрик. что оно мне не надо. Винстрик без хаотичного договора. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какая Приятно, сладкая да. булочка. Я прям чувствую, как Главное ты его не облизываешься. пропустить. Кстати, Рики немножко ставишь таким вот образом. Ну, там, по-моему, тучка наполовину будет выходить за рамки. Но ладно, то такое. Керриш Ну, Рики это чисто из-за того, что у него больше хп, урона и приятная скорость да, атаки. да. В основном из-за этого. А вот по поводу лустрика. Хороший персонаж. Как по мне, на лустрик лучше выходить тогда, когда ты понимаешь, что у тебя очень бомжатский стол, который ничего не может. Вот прям лучше в таких Ну, это моментах. понятное дело. И если ничего сильного прям не пришло, есть жрецы, то как будто бы выбор очевиден. Ну, тут да. А вот со старта по поводу сильного стола, вот что подразумеваешь под этим? Вот примерно хотя бы там. Тинкер в 2 звезды, там. Ну, хотя бы там парочка фигур в 2 звезды, чтобы были. И там какие-нибудь там 2 орка или гоблины мехи, вот что-то такое, если пришло. Или вот убийц насыпало, как мне. Да, тоже приятно. Также Что-то на около того. охотниках можно в На комфорте охотниках, сидеть. кстати, да. Если там какой-нибудь снайпер или тракса в 2 звезды пришли. Ну, как по мне, наверное, все-таки тракса, потому что предметы лучше под нее подкидывать. Но снайпер тоже приятный перс. Ну, как-то он из-за того, что ему сделали скорость атаки огромную, ну, Да. не Не, ну очень. снайперы там, если есть 6 охотников, то снайпер как будто бы из-за своей анимации поимпактнее будет, Да, чем но тракса. у траксы просто еще Ну, приятно то, что но это бонус. еще из-за, ну да, бонусы, и плюс, ну, если там какая-нибудь маска пришла второго тира, то можно и траксу одеть. Ой-ой-ой, кунка. Давай, Да. бери его. О, да. Блин, ну это, конечно, скилл. Не, у тебя очень хорошо все идет. Там еще и 2 винстрика еще остается. Ты, я прям смотрю, облизываешься на него, такой, мое. И так вот, Есть знаешь, такое. ручки потираешь, чисто такой лепрекон. Сбили один. К Козлы, сожалению, да. негодяи. Кстати, я вот часто говорю по поводу ТФТ. Что думаешь, не хочешь пробовать? Если найду время, можно попробовать. ТФТ или авточес? Пока не знаю. Ну ТФТ ладно, не пробовал, так что не скажу. ну ладно. Но стрим, я так понимаю, еще не смотрел. Нет. Вот все, негодяй, все, обнаружили вот этого вот человека. Неблагородного, неблагодарного, все. Ну ладно. Но в любом случае, помянем его, пресс F, и слава богу, что ты покинул этот проект, потому что намного нервы будут целее.
Это да. Но в любом случае, когда... Знаешь, это э, тот тип людей, который говорит, что я ушел из проекта, а потом через некоторое время я вернулся. Вы меня не ждали, а я Ну, вернулся. ну, когда-то такое-то уже было, так что да. Играл еще там прям совсем на старте игры. Первых там сезонов 5 играл, потом ушел. Ой, ну первые 5 И где-то сезонов... вот, да, трава была зеленее, и вот это вот все. Ну, как сказать, первые 5 сезонов, как по мне, это вообще люто было. Там предметы тупо рандом, и то не факт, что они тебе с мобов упадут. Ну там было жестче, как по Да-да-да. мне. Но там, если падало, то там... Ну, там жесткий дисбаланс был в том, что у тебя вот предметы реально рандом. Они еще и с мобов рандомно падали. Да. Могли упасть, могли не упасть. Но я смотрю, игра вообще тут пошла, прям пошла, вот как по накатанной идет, идет и идет. Только самое главное в моменте не провтыкать и перестроиться, либо дальше идти в убийц. Ну да. А что ты вот скажешь про убийц в лейте? Работают они, не работают? Ну, если есть какая-нибудь темпларочка в 2 звезды или мортретка в 3 звезды, то это приятно. Я Можно и вот просто поиграть на смотрю, как них. тебе идут убийцы, и я в шоке сижу. Да я сам в шоке был. Скорпионы, никсы. Нет, не трогай винстрик. Оставь. Увы. Ну ладно. Не Ладно. дают косу реализовать и все. Э? Э? Окей. Прокомментировал свои эмоции. Ага. Так, что тут мы можем еще такого вот с тобой обсудить по поводу убийц? Мейн керри в убийцах в лейт стадии. Вот выбери их. Как ты думаешь? Вот именно такого вот. Темпларка, мортретка, остальное как будто бы слабо. Ой, я аж чихнул. Ой, это ты, надеюсь, не слышал, и на записи, надеюсь, это тоже особо не было слышно. Ну ладно, если что, да спасибо, кто Вроде здоровья нет. пожелал. Я думаю, все увидели. Там, я на вебке прям руки закрыл такой, типа, не смотрите на меня, я чихаю. На самом деле, это чтобы сопли и слюни на монитор не полетели. Так вот, еще раз. Темпларка, мортретка, квапа. Ну, квапа, да, иногда, но не как мейнкерри, а скорее там какой-нибудь и что-то типа рефрешера засунуть, и хватит ей. Ну да, квапа, она прям очень сильный дизейблер. Саппорт прям шикарный. Мне он очень Согласен. нравится. Он иногда так игру вытаскивает из самого коричневого, что только возможно в этой игре. Но у тебя тут противники какие-то интересные вообще. Вот Микси сидит с 0 монет, вообще чилит. Я в шоке. Ну, 18 раунд. Ну, как по мне, это лютая ошибка, то, что ты сидишь без денег вообще. Ну, только если, наверное, у тебя омега-ультра сильный стол. Вот, кстати, он и пришел. А он, наверное, знаешь, что сделал? Он, наверное, ТБшку рискнул. ролит. Да, и ТБшку хотел наролить раннего. Ну, тоже у него Может странный быть, такой может вот быть. билд через ТБ. Друидов нет. Есть только ТБ, по сути. Ладно. Волшебники, я так понимаю, тебя особо не идут. Тебе только вот Гримтач пришел и, по-моему, морская, и все. Да, морская там еще была. Ага, ну все, тут будут драконы через Свена, судя по всему. Уже готовишься, уже ручки намастил. Ну да. Уже дракончик куплен. Деньги есть, ХП есть, уровень почти 9 на 19 раунде. А вот если Свен тебе не придет? Ну, буду страдать. А вот Что если Свен поделать? тебе пришел в одну звезду и остался до конца игры у тебя в одну звезду, потому что, ну, бог рандома так решил. Ну, придется страдать и собирать какую-нибудь ТБшку или антимага. Вот так вот, видите, примыкает к злу. Ну, вот антимаг тут уже Еще один есть. ТБшка, да, с антимагом. На И с 7 уровне. друидами. Ага. Но тут хотя бы более-менее... А, он тебя и вынес, по-моему, да? Нет? Жить? Хорош! Ну вот вам, ребят, Слак, герой. и ТБ. А можно не так жестко тебе будут ходить фиолетовые фигуры? Нет, нельзя. Это что происходит?
Жесть. Ну, кстати, одного убийцы, по-моему, тебе не хватает. Да, одного не хватает. Обида, боль. Ну, жизнь такая штука. На каком уровне будешь ролиться? Кстати, сейчас, До подожди. 10-го надо дойти. Подожди. Сейчас у тебя 12 винстрик. Если тебе хаотичный договор не упадет, а челу упадет коса. О, Это будет больно. это будет грустно, больно, печально. Неприятно. Ой, как неприятно будет. Но надеемся на хаотичный договор. Он прям тебе нужен. Прям нужен, чтобы сохранить свой винстрик, не опозориться, еще и перестроиться, и в конечном итоге закончить игру с винстриком. Давай, хаотичный договор. Пока не смотришь. Мартретка зато пришла, и все, 9 убийц ставится. Все. Да, Все. Вкусно. красиво. Давай, хаотичный договор. Ну, что я хочу сказать вам, ребята? Ну, это Всё, жестко. и жизнь прекрасна. Да. И все-таки решил хаотичный договор активировать, потому что не веришь пока что в Да. свой стол. Слабовато на тебя уже на текущей Да, стадии если игры. придет сейчас какой-нибудь ТБшка и спокойно может вынести. А если у него еще и наследие духа огня? Будет вдвойне неприятно. О, да. Так. Что-то я... говорил тебе, на каком уровне ты будешь ролиться, но, судя по всему, на 10-м. На 10-м, да. Нужен и Свена ж наролить, а на 9-м это будет проблематично. А если сейчас тебе темпларка придет? В нераскрытых легендарных фигурах останешься в убийцах или... Останусь в убийцах-ведьмаках. Угу. Убийца ведьмака. А вот ты думаешь, 6 убийц или 9 убийц? В каких ситуациях лучше 6, в каких ситуациях 9? Если собираются какие-нибудь гоблины, какие-нибудь воины и инсеков тоже можно хорошо ведьмаками пробивать, приятно. Тут да, можно и ведьмаков ставить. А если ничего такого нету, шедевральные сервера игры, кстати, да. Стабильные. Да-да-да. Стабильные. Кстати, если что, хочу подметить, что топ не один закончил свою игру, находясь в топ-7 мира по двойному режиму. Было такое. На самом деле, занять топ-10 мира в двойном режиме, это надо очень много играть. Там так мало рейтинга дают, что ну его в баню. Да-да-да. Сливают за топ-2. Да. Ну вот, условно, мы с тобой играли, когда топ-1 по плюс 7 давали, по плюс 8, а за топ-2 уже минус 15. Ничего себе. Иногда минус 20. Я что-то как-то даже не обратил, сколько там дает минуса. А что это за такое начисление? Алло. Это вот интересная система. В командном рейтинге там, по-моему, еще хуже все с этим обстоит, если не ошибаюсь. Да, понимаю. А вот смотри, по 9 убийцам. У тебя есть, допустим, темпларка, да? Зачастую, я как заметил, то темпларке не хватает урона. Ни скорости атаки, ни урона. И вот, допустим, ты находишь один предмет на скорость атаки, но в дальнейшем у тебя проблема с уроном. Как ты думаешь, 6 убийц и 4 ведьмака решат эту проблему? По ощущениям, да. Потому что будет надбавка за демонов. С помощью Надбавка за сильных- демонов, да. Особенно если есть еще какая-нибудь квапа. О, ну да, если квапа есть, это вообще Там шикарно. там будет сколько? 5 демонов там будет. И будет шикарно вообще. Да, вкусненько. Плюс 50% надбавочки к своему чистому урону. Это прям то, что доктор прописал. Да. Так, ну дефолтные 2 ТБ собираются, дефолтные звери. Ну, зверь там он через обезьяну играет. Дефолтный инсектоид собирается. Ничего нового я тут не вижу. Драконы еще. Зевса уже нашли. Зверь на 8 уровне с 2 манки-кингами в 2 звезды. Ну, такое. Ну, через обезьяну играет такое. Не очень. Ну Но да. вот проблема инсек и проблема 2 ТБ. Если, и 1 ТБ причем У него красиво. там, кстати, да, у него там еще одного манки-кинга до 3 звезд не хватает. Ну, тут такое. Я думаю, что он быстрее вылетит из игры, потому что там как минимум есть Ой, дракон. может быть, да. И как минимум есть ТБ. И, кстати, тут... Вот, Кетиус кстати, и слил дракон, да. Сильно. Однозвездочный. А, у него посох еще. Но у него там, кстати, легендарок нормальное такое количество. Да, мощно насыпало ему. Но, слава богу, винстрик не дал. Это приятно. Да, на самом деле, здесь что париться. У тебя сейчас скоро будет 10-й.
Ну да, Дальше пойдешь во все тяжкие ролиться. Но дракончики уже заранее заготавливаются. Окей. Надеемся и конечно. верим, что придет Свен. Это да, без него будет тяжко. Вот, И кстати, антимага еще надо с вингой найти. посмотрим на реализацию Свена. Что скажешь по поводу спектры в билд драконов? Ну, вместо винги, в принципе, пойдет. Но винга интереснее в том плане, что можно вражескую важную фигуру свапать. Да, согласен. Тайда уже нашли. Вкусно. Да, все под магов драконов. Да, но если он не соберет себе уровень, то магов драконов он не сможет реализовать. Ему придется через чисто проказ драконов играть. Ну, через проказ драконов это будет тоже сильно. На Ну да. 9 уровне. Нормально так легендарки находят. В легкую. Всего лишь шанс 3%. Да. Я вот Но, вижу, что на 10 будет 15% на серую фигуру вместо 20. Решаю на 9 поролиться в поисках винги. мгм. Ну, интересно. Посмотрим. Ну, типа, винга, она на самом деле часто падает. Даже на 10. Кстати, гоблины тебя тупо убили. Пережили спокойно. Перехилили. Да, тебе хорошо повезло с этими, с хаотичным договором Джекира. Давай, давай, надо Джекира. Ну, конечно, надо. Ой, еще и Вайпера. Куда без Давай, него. вместо Гритера ставь. Ага, ну ладно. Что, Гринтач Ну да, надо было, кстати, реально вместо Гриттера. Я просто в моменте забыл, что он убийца. Ну ничего Что его страшного. можно и на поле поставить. Но дракона у тебя уже готова из плюсов. У тебя еще и баф магов Ну будет да. немного. Прям вкусненько. Мелочи По-моему... приятно. А, не, у тебя, по-моему, не стакнется 3 нежити. Это если бы у тебя была спектра в игре, то тогда бы стакнулось 3 нежити еще сверху. Да. Монетки собери! А! О, успел. Успел, всё хорошо. Кстати, вот ДК пришел. Да, ДК вместо Вайпера. Полезно. Антимаг, Антимаг. хорошо. Ставить некуда, но вы держитесь. Кого же продать? Ага. Ага. Придется убийца разбирать. Ну да, в принципе, у тебя... Потому что скипать некого. Да, в принципе, у тебя все нормально пока что. Не скажу, что у тебя что-то критично. Кстати, может, Никса вместо Сла? Да, хорошо. Отлично. Все, и лишнее распродаем, и давай ролиться. Надо находить имбу. Само собой. Кстати, а как тебе ДК под Ведьмаками? Интересно, но как будто бы слабо, если он не в 3 звезды. Ну, тут да. Все, уровень, пошли, дальше ролимся. Ага. 4 Ведьмака есть, хорошо. Минерчик. Отлично, вместо Рики тоже шикарно зайдет под 5 драконов. Прям нормально так урона будет накидывать. Да, приятно будет. Драконий рог не нужен, а наследие под Свена не хочешь. Зато у Шарбизм Не упал. хочу. Думаю, чтоб такого скипнуть, ну как будто бы нечего. Ну, маг-дракон там пока непонятно. Обезьяна в 3 звезды, ну, в принципе, не опасно. Но, не знаю, тут, наверное, тебе все-таки двойные клыки нужны будут. Нужны быть по-любому. Против Свена. Ой, против Свена, против ТБ. Оп, Это Свен. обязательно, да. Оп, Свен, да. Вкусно, приятно. Как находить так? У меня просто, знаешь, триггер лютый. Я, когда начинаю ролить какую-то легендарку нужную, мне она тупо в жизни не приходит. Зато моему противнику на 7 уровне в 2 звезды. Пожалуйста. Кстати, клинок тени. Ага, все, понял. Хотел сказать, не понял. А чё ДК? Чтоб потом все быстрее перекинуть. Ну да. Многие, кстати, эту фишку не используют почему-то. Почему, не знаю. Вот, кстати, Хороший там вопрос. будет триггер против мага. Если мага не выкинут, будет печально. Там у него обезоруж. Да, Обезьяну. Убить, есть убить, такое. убить, убить, убить обезьяну. Ай, урона не Не хватает. хватило. Да, надо в 2 звезды. Тогда хватит. Надо. А ты, Бэшка, не думал, что в 2 звезды можно собрать и поставить его куда-то в угол, например, с гримтачем условным?
Можно было, но я до этого не додумался. Окей. Я просто к чему сказал, потому что он же перевоплотил... Пинг Да. творит чудеса. Ну что там, где, Свен? А ну где, ну где же? Пошел Эх, погулять. бывает в жизни огорчения. Ну ладно. Я почему сказал за ТБ, потому что он же сразу перевоплощается, его, в принципе, можно будет поставить под тех же самых волшебников, ну, кроме Леона. А Вот, допустим, там, в угол под какие-то бесполезные фигуры. ну да, допустим, там Пак, Виверна, не под Ну да, вот Джакира, что-то такое. потому что Леончик, он Под на самом деле, Гримтача можно отдать и Виверну. да, Пак еще там может что-то сделать. ну, Пак дает уклонение 50%, поэтому, в принципе, шикарно будет. Ну да. Ну все, у тебя такая же ситуация, аналогичная моей. Тебе вот нужна одна легендарка, а она не придет. Она Да, придет, всё. когда у тебя останется 1 хп. Кстати, тоже триггер жесткий. Если против тебя есть Никс, боже, как он может 5-ю точку подпалить? Ой-ой-ой. Да, может, есть такое. Или когда у противника твоего будет щит 5-го тира, то тоже такая неприятная тема. Да. Оп, Свен. Ну, понятно, понял. Я все понял. Вопросов не имею. Кстати, 70 монет сролил, да. Пришел все-таки 70 один монет. наконец-то. Это тебе не до 40-го раунда сидеть с однозвездочной легендарной фигурой, без яиц. У меня такое было. Я ролик выкладывал, там, где я искал импресску. По итогу до 40-го раунда я сидел с однозвездочной импреской на 11 уровне, но пальчик нормально так чмокал. Вкусно было? Рекомендую, ребята. Так, двойные клыки ты, я так понимаю, в этой игре не будешь искать. Да надо бы поискать. Полезная вещь. Но еще триггер в том, что у тебя там маг живой с обезоружием. Это Да. очень неприятно. Нужны там еще мифриловые доспехи, эти БКБшка нужна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Попадай, бей, гаси его. Не, надо, без двойных клыков как будто больно. Да, очень грустно. Ну, хотя на самом деле норм. Тебе еще и палка упала, кстати. Терпимо, но слабенько. А палка у тебя была. Но на самом Палка деле... была, да. О, жетон, кстати. Жетон Уже тоже Крестон мощный. Суперка, да, он же демон. ТБшка. Жетон мощная тема. 50% чистого урона накинуть, это прям вкусно. Кстати, Горн, я смотрю, никто не ставит. Хотя ТБшка, по сути, мог бы поставить и Горн себе сверху. Но он там уже упакованный. Просто бич-пакет у него, и по итогу Да. он выносит. А у тебя такие шмотки. Причем у тебя клинок тени, на секунду, клинок тени — это уклонение. Да, Это- очень много уклонения. Но по итогу, как мы видим, уклонения хорошо работают. Очень полезный предмет. Но ты его чисто взял за скорость атаки. Да. Блин, вот этот обезоружишь, это как затычка в одном месте, которая тебя просто руинит, Ага. и все. Он еще и через ДК, кстати, играет. Так. Что там по реликвиям, давай. Какую реликвию на текущей стадии хотел бы? Ну, мастерская. Вот это вот. Да. Зачем я кабанчика взял? У меня тоже Хорошо. такой вопрос сейчас появился. Зачем ты кабанчика взял? А я не знаю, зачем я их взял, когда мастерская была. Сильно. Очень сильно. О, полезные бусы. Взял кабанчика. Ой-ой-ой. Ага, хочешь что найти из 4-го тира? Почему не 5-й Чего тир? БКБ найти? И этот, и МКБ. Что-то из Ага. этих двух. А 5-й тир не хочешь вообще, да? Там бессмертие есть, которые... Не. Там есть просто и щит, и бессмертие, но может упасть бесполезный Ну да, хекс. как будто бы слабенько. Да, с сильным... Блин, там везде много всего бесполезного может выпасть. Ганим хороший предмет, но, наверное, криты в твоей стадии лучше. Да, ты Да. криты берешь. Рапирку можно легко, спокойно отдать, А что Ганим, неприятно будет. может тебе такого Ганим импакта не приятно, но криты как будто бы мощнее. даст. Если Маси Ничего с Кирой. себе. Ну, какая Интересно, разница, когда у тебя придумал. Свен с 2 плюхи убивает? Ну да. Все. Там чел, я думаю, обрадовался. Ну вот, конечно, отличное решение взять кабанов. Мне она понравилась. Я не Согласен. могу это обойти стороной.
Приятно. Очень приятно. Странно, что там вот ТБ не поставит Горн, скорее всего. Вот, не, ну он такой упакованный. Ну, там и обезьяна Да. упакованная. Да, с рефрешером. Веник с перчаткой. Интересно. Ну, перчатка это прям вообще руина. Она ж отхил вырубает полностью. Из-за того, что он Ну, чистым бьет. логика без логики. И там еще и маг-дракон Ну довольно-таки да. сильный, но его ТБ снесет, скорее всего. Даже если не ты. Ну да. Ну-ка, бациллы не разбрасывай. Не надо болеть. Не надо болеть. Да. Ребята, не болейте. Отлично. Кстати, обращаю Согласен. ваше внимание, кто вдруг не заметил, то топ-1 сейчас вингу свапает под вражеского котла, чтобы сбить Да. ему каст и все такое. Ну и станчик. О-о-о! Прилетело. Леон герой. Леон герой. Кто вдруг не обратил на это внимание, подмечаю, что Леон только что снес больше 80% хп алхимику. 6000 урона там прилетело в него почти. Да. Это прям сильно было. Может, палку оставить? Ладно. Нет, так нет. О, жетон. Ну, это скилл. Ребята, Шикарно. запомните, Ну да. если у вас есть какие-то вопросы по скиллу, просто смотрите эту игру, ну, кайфуете. Кайфуете, все. Яичко еще. Ну, изи. На самом деле, вот ТБшка вражеский мог бы тебя еще посильнее выиграть, если он поставит себе Горн. Но он, походу, не понимает, что ему Горн надо поставить. Да. Вот тут чисто Ну, драконий ему он прокаст. ему пока на 9 уровне он ему горно не влезает. Там придется или одного друида убирать, или что-то еще. А я сейчас не понял. А чего у тебя без руж с задержкой полетел? Хороший вопрос. А как? Самому интересно. У тебя Свен пару секунд долбил всех, а потом и без оружия пролетает. Это как? Ну, ты не забывай, в какую игру ты играешь. Ну да, точно. Очень балансная игра. Скиллозависимая, самое Да-да. главное. Да. Ну, Расставляю сейчас, чтобы дизраптор в моего Свена не ультанул. Он сразу обилку свою юзал. если кто Это вдруг не знает, как неприятно работает будет. способность дизраптора, то топ-1 сейчас вам объяснит, как работает. Давай. Дизраптор обилку свою кидает в ту точку, чтобы сдадить максимальное количество юнитов вражеских. Так что я вот всех в уголочек поставил, чтобы он кидал обилку свою туда. Вот и все. Как-то так. Вот такая вот механика. Но это не гарант того, что все пойдет именно так, как вы хотите. Всегда присутствует доля ног с обезоружием. Да. Так, ну одного ТБ ты сгреб, второго ТБ сгреб. Ой, хорошо. Наказывай его. Давай, пожалуйста. 95 тысяч 94 урона. тысячи. Слабенько. Округлим до 95. Кстати, маг тебя снес. Макс снес все-таки, да. Расстановочка не помогла. Надо БКБ. Там обезоружь тебя триггерит, уверенно, 200%. Скорее всего. Так, ТБ не апается. Ну, в принципе, и ладно. Не критично. Антимаг собирается. Ну, кабанчики сильно, конечно. Не, ну, в принципе, плюс деньги. Давай найдем плюс. Плюс деньги. Ну да, деньги что-то на роли трехзвездочного антимага. На сдачу. Не, ну у тебя игра, Ну конечно, да. шедевральная. Это Прям, пока что. ну, все равно кайфово смотрится. Ну, смотрится, да, красиво. Если что, то раньше все играли через 5 драконов и Кири Свена. Даже если в одну звезду у него была очень сломанная способность, она давала нереально много количества урона. Сейчас, конечно... Да, причем давала всем. Подожди. Поиски БКБ, да-да. У тебя ж мифриловый доспех был. Вот это я провтыкал, что я его скипнул, тут согласен. Зря было. Ёлки-моталки. Ребят, если вы смотрите этот ролик, то запомните, такого никогда в жизни не делайте. Не надо, не надо. Согласен. Не надо.
Таким лучше не заниматься. А чё, в Свена 3 звезды не поверил, да? Не захотел. Да я вижу, как мне он идет, бы хотя бы антимага собрать. Мгм, яйцо в антимага кинул. Э, э, нема. Ну ладно. Все, поехали дальше, да? Или пока подождем? Не, понял. Шансы. Я все понял. Оп. Винга быстро свапает котла, котел. Котел в Котел углу умирает. сдох. Отлично, без руш не прилетает. Но миссы. Миссы, Пак да. делает свое дело, свое грязное дело. И ДК Ай-яй-яй. добивает. Ай-яй-яй. Джекер еще утянуть не успел. Вот это вот обидно, конечно, да. Ну, котел сдох. Да. На том спасибо. Антимага не убираешь, не веришь в эту тему, да? Да тут Тут что так, что так. на самом деле, наверное, стоило Разницы все-таки больше не убирать, будет, да. потому что у тебя Ну, там есть, скорее всего, да. потому что у тебя там противник есть, кто тоже собирает антимага, поэтому желательно надо было бы его убирать. Кто вдруг не знает, если у вас есть, допустим, 2 человека, которые собирают антимага, то это все-таки влияет. То есть вы можете убрать фигуру свою, и это немножко, но дает вам шанс на то, что вам упадет эта фиолетовая фигура. Вот конкретно которую собирают оба человека. Такое работает. Не всегда, но оно все-таки работает. Я сколько игр сыграл, и в действительности это реально работает. Так, что там? ТБшка сдохнет? Ай! А что за урон? Рапира? А что за Да. урон? По-моему, это рапира. Сейчас как раз узнаем. Нет. Нет. А что за Так, ну урон? ладно. Да где просто в моменте он кусок лица оторвал. Ну да. Но маг вас всех что-то выносит. Это плохо. Итак, ну каковы твои действия на текущий момент? Что думаешь? Оп, антимага, Надо понял. каким-то Все. чудом найти БКБ. Да все, зачем тебе это БКБ? Сейчас СВН продал, антимага закерил и нормально. Вынесет всех, кроме АТБ. Ну, на ТБ найдется скилловичок на Свене. На самом деле он странный, он даже не пытается горн поставить, и даже не пытается, по-моему, морских поставить себе, чтобы просто задефаться. Ну, правда, зачем оно надо? Согласен. Так, переставил от Свена немного подальше. Чтобы Ты ТБшка криво сразу не вингу слил. поставил. Ну, Оп, это, в мисс. принципе, не важно. Блин, ну это, ТБшке не даем перевоплощаться кстати, да, хорошо ты сделал. антимагом. Эй! Какая же это все-таки тварь, а не ТБ. Боже. Есть такое. Тут еще и Макс носит. Ой-ой-ой, какая ситуация. Все сносят. Если бы у тебя не было такого количества ХП, я более чем уверен, что ты бы уже подлетел в топ-3. Так и было бы, по-любому. Но на самом деле, как по мне, фатальная ошибка произошла, это когда ты скипал на 4-м тире. Ну, когда 35-й раунд был. Скорее всего, да. Шмидный этот скипнул. Да. Ну и, как обычно, ребят, наш Да. неимбовый тимак в студии. Да-да-да. ДК не хочешь на сдачу собирать? Ну ладно. Да уже денег не хватит. Да мало ли. Знаешь, есть такие ребята, которые на последние деньги находят себе 3-звездочные легендарные фигуры в легкую. Да, Я даже сам... если бы мне сейчас 6 ДК в роли пришло, не 5, а сразу 6, там все равно сколько денег на него надо. 25 монет, Ну 24. да. Ну все же. И вот не имбовые големчики. Ну, кстати, не только големчик, тебе еще и От вайпер в молока. лицо плюнул. И Вайпер, да, в лицо еще плюнул в придачу. Ну, там ТБ, кстати, справляется. Скорее всего, вы останетесь с ТБ 1 на 1. Так, ну здесь предметы надо перекинуть в Свена. Надо. Ни клыков. И там 8 предметов, и там 8 предметов. Ни клыков, ни БКБ. Но сейчас, по сути, без мобов может упасть клыки. Могут, в теории, а могут и не упасть. Сейчас посмотрим. Ну, каточка уже на 40 раундов, такая плотная, мясистая, нелегкая, если что хочу подметить. Но на самом деле,
Просто это не метовый билд. Если бы он играл через метовый билд, он бы уже давным-давно выкинул бы всех. Ну да. Не, в принципе, инсеки тут вряд ли справятся с такими уже ребятами. Не, ну А если вот на алхимик, ТБшке можно было. если алхимик в 3 звезды с хорошими предметами, я думаю, справится. Там он был, алхимик в 3 звезды, только с перчаткой. А, ну, о, мастерская, дрова. Ага. Так сказать, ты от меня отказался, отвернулся, я все-таки к тебе пришла. Ай-яй-яй, классный Радик, мне нравится. Кому нужна эта БКБ? Ну да. Вообще. Ага, ты Радик... Ага. Ага. Ну, в принципе, да. Но, как по мне, тогда лучше предметы все-таки в антимага в таком случае закинуть. Тебе Я там его... пока сомневаюсь. Это, кстати, МКБ скипнул на ТБшке. О, гений. Поэтому думаю, вместо чего бы закинуть клинок тени. Ну, в принципе, Решил да. так. Но тебе сейчас на Свена всего все равно будет прилетать обезоруж. Может быть. Он Ну, вроде да. прилетает. Я там вот По атаке. смотрел. Прилетает из-за того, что у него тычка самая сильная. Ну-ка, ну-ка. Не успел вингу поменять. Ну, сейчас посмотрим. Тебе самое главное сейчас убить этого троглодита. Миссы работают. Ага. Верим. Миссы. Миссы! Ой, хорошо. Повезло, повезло. Вот это да. Вот я б его не выкинул даже. Ну, у него 7 Если бы хп. сейчас... Да, я 6 продамажил. Ну ладно. Картинки. Как же триггерит. Ты смотри, смотри, как кастует. Тащит. Чисто котел такой. Я смогу, я смогу. Блин, игра очень мясистая. Прям такая. На самом деле еще непонятно, кто кого выиграет. Но если найдешь БКБ, то, скорее всего, это будет твоя. Чего слово БКБ если? зарешает. Но вот ошибка то, что скипнул Мифрилова. Если бы не скипнул Мифрилова, было бы проще. Но не факт, Было бы конечно. сильно проще. Не факт, потому что я не знаю, как это работает, но против драконов мифриловый доспех почему-то очень туго работает. Очень как-то криво. Вот у меня была игра, там где-то через темпларку играл, мне прилетела цепочка, я безоружный, потом стан сверху, и мифриловый доспех по итогу ничего не сбросил. Кстати, мне показалось, кто-то антимагов 3 звезды собрал. Это ты? Это я. Пожалуйста, жить! Живем. И он меня теперь тащит каким-то чудом на ТБшке. Ай-яй-яй! Еще и предметы, И кстати, вот вернулись. оно. Да. После 40-го раунда. Спасибо. Когда мне там сколько? 4 предмета оставалось или 5? Да. Они решили вернуть все. Чтоб я БКБ не нашел примерно никогда. Тебе надо, как по мне, предметы, наверное, перекидывать все-таки в антимага. Хотя не факт, потому что там големы есть. Триггерят големы. Неприятно. Там тайт. Вот это сейчас печалька. Только не тайт, пожалуйста. Вот просто скилловая игра, которая явно показывает на то, что как игра любит под нас. Кстати, миссы классно работают. Спасибо. Да-да-да. Там их процентов под 80. Плюс еще у ТБшки эти шанс промазать. Он там еще по-другому прибавляет. Да, вот это, конечно. Вот хорошие миссы, отлично работают. Да, миссы отлично работают. Ну, сколько там? Ну, там как минимум 70% миссов было, плюс если активируется еще клинок тени, там под 80%, но ТБ было максимально. 80, ну да. 80-85%. Кого это волнует, правильно? Да, да. Ну, просто вот Там он, можно ребят. попадать. Проявление скилла. Вот, во всей красе. Ага. Скиллозависимая игра. Но по итогу маг победил. Так скажем, поборолся он со злом. И я рад за то, что маг занял топ-1. Но обидно то, что ты не занял топ-2. Просто не фартануло. Вот реально это бред. У тебя миллион уклонения, но по итогу оно не работает нормально, как надо. Это бред. Тут даже добавить особо нечего. Но на самом деле, как по мне, если бы, наверное, ты на 35-м раунде не скипнул мифриловый доспех, было бы все намного проще. Против мага было бы сильно проще, да.
Ну и плюс у тебя там еще и МКБ было сверху, против МИСО бы хорошо поработало. Там у тебя же, по-моему, выбор предметов был на 35-м раунде, что МКБ было? По-моему, был. По-моему, не было. Или Ну, был. короче, если был, то помогли бы. Ну да. В общем, ну, по игре реально добавить больше нечего. Обидная игра, но она мясистая, классная, эпичная, необычная, нестандартная. Вот как-то так. Да. Так, ну, это ж последняя твоя игра, раз покинул проект. Давай, последние свои слова. Ах, сложно. Давайте не буду ничего говорить. Каждый сам для себя что-нибудь придумает. Вот так вот, ребят. Он покинул проект. Следующий вы. В общем, надеюсь, ролик данный вам понравится. Катка реально мясистая, комментирование тоже было веселое, мне оно понравилось. Спасибо, топ-1, что ты поучаствовал. Всегда пожалуйста. Вот. А для остальных ребят, не забудьте поставить свой лайк, оставить комментарий, что думаете, написать пресс F топ-1. Надо провести его как надо. Если не подписаны на мой телеграм-канал, то в описании под роликом и в комментариях есть ссылка для перехода. Подписывайтесь, не стесняйтесь, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и спасибо топ-1, что ты поучаствовал. Тебе тоже пока-пока, и надеюсь, в дальнейшем у тебя будет все хорошо, и найдешь лучший проект, чем Авточес. Спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока.